Во время Великой Отечественной войны немало советских воздушных асов воевало на американских истребителях. Эти удобные, надежные и эффективные машины оставили о себе добрую память. Продолжение рассказа о самолетах Ленд-Лиза в фильме «Оружие». 22 июня 1941 года Советский Союз подвергся нападению со стороны гитлеровской Германии. Правительства Великобритании и США в тот же день предложили свою помощь в борьбе с нацизмом. В первые 6 месяцев войны ВВС Красной Армии понесли тяжелые потери – 21 200 самолетов. Требовалось срочное пополнение материальной части. Но предприятия советской авиационной промышленности в это время эвакуировались на восток и возместить недостаток самолетов не могли. Поэтому союзническая помощь оказалась очень своевременной. Первыми в сентябре 1941-го в Советский Союз прибыли английские истребители «Харрикен». Месяцем позже военно-воздушные силы Красной Армии получили партию американских П-40. Кертис Райт, П-40 Warhawk, истребитель, длина 10,2 метра, размах крыльев 11,4 метра, максимальная взлетная масса 3800 килограммов, силовая установка, двигатель мощностью 1300 лошадиных сил, максимальная скорость 595 километров в час, практический потолок 9000 метров, практическая дальность 1100 километров. Вооружение – 6 пулеметов калибра 12,7 мм. Боевая нагрузка – авиабомбы массой до 700 килограммов. Экипаж – 1 человек. При создании П-40 предполагалось, что самолет будет использоваться для патрулирования побережья США и штурмовки наземных целей. Поэтому истребитель обладал не самыми высокими показателями скорости, маневренности и высотности. При этом машина имела прочный и надежный планер, экономичный двигатель жидкостного охлаждения. Для достижения лучших аэродинамических показателей конструкторы установили радиатор в специальном обтекателе в нижней носовой части фюзеляжа. Это придавало П-40 характерный бородатый облик. Истребителями этого типа была укомплектована авиация противовоздушной обороны американской военно-морской базы Пёрл-Харбор. Однако во время нападения японцев 7 декабря 1941 года почти все они были уничтожены на земле, не успев подняться в воздух. В Советский Союз поступали модернизированные варианты истребителя П-40 – Томахок и Китти-Хок. В СССР их называли Томахаук и Китти-Хаук. Машины имели улучшенную аэродинамику и более мощные двигатели в сравнении с базовой моделью. Благодаря этому значительно повысились скоростные и маневренные качества истребителя. Китти-Хаук это гораздо лучше, чем Харрикен. Гораздо лучше. Вооружение такое же, по сути дела. 6 крупнокалиберных пулеметов и тоже расположены в плоскостях. Но зато в управлении хорош, понимаете? По высотности. На подвесках под фюзеляжем и крыльями самолет мог нести до 700 килограммов бомб, больше, чем штурмовик Ил-2. По своим боевым и летным качествам американский истребитель заметно превосходил И-15 и И-16, которые все еще составляли большую часть парка ВВС Красной Армии, но уступал новым советским Якам. Общее впечатление советских летчиков от самолета оказалось хорошим. П-40 был машиной простой в управлении, доступной пилотам среднего уровня. Что касается непосредственно боевого применения, то П-40 по основным параметрам – скорости, скороподъемности, горизонтальной маневренности – уступал основному истребителю противника БФ-109 и даже некоторым отечественным самолетам, например, Як-1. Однако в американце было то, чего не хватало советским истребителям той поры. Высокая живучесть и большая дальность полета, мощное вооружение и хорошая защита, толстое лобовое бронестекло, бронеспинка. При всех своих недостатках самолет в руках опытных воздушных бойцов оказался грозным оружием. В Одессе мне пришлось встретиться с самолетом
Фокке-Вульф 189, это вот, ну, рама, так ее называют, понимаете? И вот на этом самолете в Китти-Хауке эту раму сбить, понимаете? А потом, как интересно, когда я его встретил на высоте, я звеном был, когда мы его встретили на высоте 5000 метров, когда он нас увидел, он заложил отвесное пикирование и пикировал до земли. Я его хотел на пикировании расстрелять, но очень сложно на пикировании расстреливать, понимаете? Он вышел на бреющий полет, пересек границу и вдоль железной дороги шел, для того, чтобы где-то нарваться на эрликоны, на пушки, которые прикрывают границы. И вот только на бреющем полете я его потом сбил, понимаете? Вот такие мастера были. Всего на протяжении 1941-1944 годов в Советский Союз поступило более 2000 самолетов П-40 в различных модификациях. Они воевали на всех участках Советско-Германского фронта. Вот на Китти-Хауке мне пришлось драться с 4 фоккерами, понимаете? Вот они были 4, я 1. Разошлись в ничью. И не на горизонтали, а на вертикали. А Китти-Хаук, если его на вертикали хорошо раскочегарить, то он хорошо пилотировать его, понимаете? Знаменитый советский летчик, герой Советского Союза Борис Сафонов после английского «Харрикейна» освоил П-40 и одержал на нем несколько побед. На этой же машине 30 мая 1942 года он совершил свой последний боевой вылет. Наибольшее признание среди советских летчиков получил другой американский истребитель – П-39 «Аэрокобра». По боевым качествам он не уступал своему главному противнику – немецкому БФ-109. Американская фирма Bell Aircraft построила «Аэрокобру» в 1939 году. По результатам летных испытаний воздушный корпус армии США заказал большую серию машин. Bell П-39 «Аэрокобра» – истребитель. Длина 9,2 метра. Размах крыльев 10,4 метра. Максимальная взлетная масса 3750 килограммов. Силовая установка. Двигатель мощностью 1420 лошадиных сил. Максимальная скорость 615 километров в час. Практический потолок 10600 метров. Практическая дальность 1770 километров. Вооружение. Авиапушка калибра 37 мм, 4 пулемета калибра 12,7 мм. Боевая нагрузка. Авиабомбы массой до 227 килограммов. Экипаж 1 человек. В конструкции этого самолета было много необычного, при том, что внешне он почти не отличался от других одномоторных истребителей. Дело в том, что конструкторы ставили перед собой задачу – создать истребитель, который мог бы догнать и уничтожить самый скоростной и хорошо вооруженный самолет противника, а также умел действовать как штурмовик против танков и других малоразмерных целей, уничтожая их пушечным огнем. Поэтому «Аэрокобра» получила мощнейшее автоматическое орудие калибра 37 мм. Для этого пришлось расположить двигатель не впереди, а позади кабины летчика. Воздушный винт приводился во вращение при помощи длинного вала, который проходил прямо под сиденьем летчика. Место, освободившееся в носовой части фюзеляжа, как раз и было использовано для размещения громоздкой и тяжелой пушки. Для доступа в кабину летчика применялись боковые двери автомобильного типа. Конструкторы также позаботились о том, чтобы самолет мог отправиться в бой в любое время суток, даже со слабо подготовленных взлетно-посадочных полос. Для этого «Аэрокобра» получила трехопорное шасси с передним носовым колесом. Необычная компоновка позволила обеспечить хороший обзор, необходимый летчику для успешного ведения воздушного боя. «Аэрокобры» стали поступать на вооружение военно-воздушных сил Красной Армии в первой половине 1942 года. Советские летчики быстро оценили достоинство самолета. Пилотирование, во всем, это была хорошая машина. Но самое важное на ней – это вооружение. 37 мм пушка, 2 пушки 20 мм, понимаете? Это же вооружение. И притом, вот, через втулку винта 30-миллиметровая пушка была, сделана таким образом. Вооружение бесподобное. Вот чем он хорош. Ну и на взлете и посадке очень прост.
Самую большую известность П-39 приобрел после того, как на нем стал летать Александр Покрышкин. Ему принадлежит известная формула воздушного боя – высота, скорость, маневр, огонь. Ее реализация стала возможна в немалой степени благодаря боевой эффективности аэрокобры. Покрышкин в свое время говорил, говорит, я как поймаю в прицел, сразу там как, можно и по одному стрелять, а можно гашетку перебросил, нажимаешь, и сразу стреляет все оружие. И он говорит, я как переброшу гашетку, как так он и там, то есть он уже его избил. Если попал, то это уже все. Будь это бомбардировщик, будь истребитель, даже разговора быть не может. Одна очередь, и уже самолет сбит. Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, летая на П-39 с весны 1943 года, уничтожил в воздушных боях 48 самолетов противника. Полный счет его побед – 59. На аэрокобрах воевали и другие прославленные советские асы. Григорий Речкалов, Николай Гулаев, Георгий Голубев, Дмитрий Глинка. В 1944 году на вооружение ВВС Красной Армии стал поступать еще один истребитель этого семейства – П-63 «Кинг Кобра» или «Королевская Кобра». Эта машина отличалась от своей предшественницы большей массой и скоростью. Всего ВВС РККА получили около 5000 истребителей «Аэрокобра» и 2400 «Королевских Кобр». Эти самолеты несли боевую службу в СССР до начала 50-х годов. В годы Великой Отечественной войны каждый пятый истребитель с красными звездами на крыльях был построен за рубежом. Большой вклад в победу над врагом внесли также бомбардировщики, поставленные в СССР союзниками по антигитлеровской коалиции.